Представители знака зодиака Весы, приветствую вас. Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. События ближайшего времени. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 24 февраля и по 2 марта. Давайте узнаем подсказки карт. Останемся реалистами, поскольку любой прогноз или расклад все же не расскажет о личной истории каждого из вас. И я хочу искренне поблагодарить вас за ваши комментарии, за ваши отклики и пригласить на свой сайт. Ссылку вы можете найти в описании к каналу, на мой сайт, или в сообществе, вкладка «Сообщество», как и на канале Таро Инспирационе, так и на канале Астро Инспирационе. Статья последняя называется «Преломление реальности». Преломление – это искажение на основе нашего восприятия, и это не короткий период. Есть смысл ознакомиться, потому что эти энергии будут на нас воздействовать вплоть до апреля, середины, точнее, апреля, а кто знает, может быть и дольше. Ведь любой пункт планетарных транзитов – это не есть точка окончания. Мы знаем, что часто это за пару недель до этого периода и после точно так же где-то оказывают влияние. Итак, что же в разрезе недели? Какие события ближайшего будущего? Что идет в вашу жизнь, мои дорогие? С чем вы можете столкнуться или какие вопросы вы будете решать? События будущего для представителей знака зодиака Весы. Итак, цыганский старинный пасьянс. Событийный ряд. Карточки маленькие раскрывают. Радость. Вот практически с самого начала есть радость. Значит, что-то вас вдохновляет, это уж точно как минимум. Или, может быть, ну, какое-то ваше желание, не то, что там глобальная какая-то мечта, но есть уже то, что вселяет оптимизм. И это здорово в наше сложное время. Но замечтаться нам карты говорят ни в коем случае, потому что выпадает еще и змея. Значит, это как недруг или, может быть, тот человек, который завидует вам, мои дорогие. И так и бывает. Нам транслируют одно, а задумал человек другое. Или, вот есть хоть и выражение, друг познается в беде. Нет, друг познается в радости, потому что в беде, ну, многие люди проявляют сочувствие. Но вот как человек реагирует, когда у вас что-то хорошо получается? Или он способен радоваться за вас искренне? Или он где-то начинает завидовать, начинает вот его, ну, где-то там скрести немножко. А почему это вот вам повезло, а не ему? Поэтому разделяй, властвуй, наверное, так. Есть какая-то радость. Ну, возможно, не транслируйте, что у вас что-то получилось. Не рассказывайте о себе много. Тем самым не вызывая, ну, вот такое смешанное чувство, когда вам могут позавидовать. С одной стороны, посмотрите, у вас сейчас все неплохо, у вас все идет своим чередом. Аркан нам показывает, точнее, значение якоря – это надежность. Это уже есть как минимум какой-то вопрос, когда вы как почву под ногами определяете для себя или чувствуете вот эту самую уверенность. Может быть, и хочется поделиться с кем-то этой радостью, но вам транслируют опять же, что да, ой, как здорово, но где-то могут позавидовать. У нас сейчас год змеи, и в целом нам рекомендуют быть в этих энергиях, которые больше касаются, к примеру, когда мы должны адаптироваться к какой-то ситуации, адаптироваться к нашему окружению или просто к той обстановке, обстоятельствам, в которых мы живем. Вам, тем не менее, выпадает еще лебедь, это любовь, верность. И как минимум один человек, который к вам относится искренне, у вас есть. Есть, конечно, и змея, но есть и тот надежный человек. И это может быть, конечно, как в личной жизни, потому что любовь. Но если мы говорим об искренности, это может быть или могут быть партнерские отношения, дружба какая-то надежная. Поэтому, ну, будьте аккуратны. Может быть, не все золото, что блестит. Помните, что вам нужно адаптироваться. Поэтому о себе не рассказывайте по части личной жизни. Вам могут задавать такие беспардонные вопросы. Вы можете оказаться в гостях, или вы будете ожидать, что к вам кто-то приедет в гости. Может быть, и есть какое-то торжество, событие, когда вы будете заниматься, ну, подготовкой к встрече гостей, например, все вместе. Но у кого-то решается что-то более такое глобально серьезное. То, что будет
перекликаться с оформлениями документов или составлением важных бумаг. Когда вам придется отправиться в высокие инстанции, у вас выпадает корона. Это символ власти. С одной стороны, это вот эта радость, и вы понимаете, что когда там прежде вы, может быть, приложили усилия и себя можете поблагодарить. Или просто для кого-то из вас проиграется, когда вы некоторые вопросы сумеете согласовать. И вот это где-то вселяет и уверенность, и, может быть, даже хочется и отпраздновать. Но я бы не сказала, что здесь нужно торопиться с праздниками. Вот смотрите. Вот интересно получается. Дайте я еще одну карту достану. И у вас, мои дорогие весы, на кону может быть что-то очень важное. Смотрите, змея. Уверенность. Мы идем дальше. И дальше у вас выпадает молния. Это скорое известие. Молниеносное какое-то известие. И я так думаю, это молниеносное известие будет связано с деньгами. Потому что тут же приходят деньги. Банально. Сообщение о том, что сегодня или на этой неделе вам какие-то выплаты, может быть, причитаются. Или приходят деньги, которые долгое время задерживались. Или по части «мы все разные». Или, может быть, я хочу обрисовать такую ситуацию, если среди вас много творческих людей. И жизнь наша сейчас достаточно сложная. Мы живем в эпоху перемен. Если по какой-то причине та сумма, которая вам причиталась, задерживалась где-то в дороге, или был сбой системы банковской, или сбой взаимных расчетов, и вы уже могли где-то разувериться, получу я эти деньги или нет, то вот они как раз могут дойти внезапно. Вы уже могли думать, что это не получится, а здесь будет какая-то либо возможность, либо какой-то альтернативный вариант. Вот это повод для радости у вас определенно есть. И, может быть, это будет связано у кого-то, к примеру, прежний вопрос, который касается денег. У кого-то это будет означать как имущество, недвижимость. Это тоже можем свести в конечном итоге к деньгам. И прежде вы пытались что-то решить, а у вас не получалось. А вот теперь у вас получится именно потому, что выходит, может быть, подзаконный акт, который вам или вас защищает, или вам позволяет оформить дело, процедуру какую-то или сделку именно так, как будет с плюсом для вас. Но зазеваться нельзя. Нет, ни в коем случае. Поэтому будьте внимательны. Что еще? Ну, наверное, это как какой-то счастливый шанс. Вот это радость. У нас началось с венка. Радость. Потом мы с вами сказали, все во власти, как где-то и в вашей власти, но и пусть это во власти чиновников или руками других людей, но у вас тогда возможность это согласовать или оформить, а в конечном итоге у вас совпадает Солнце. Поэтому если мы вот этот первый ряд так вот рассмотрим в продолжении, не упустить какую-то возможность будет для вас со знаком плюс. Себе сказать спасибо. Вы можете познакомиться с новым человеком, хотя, может быть, это знакомство состоялось и ранее, но будьте аккуратны. Вот, например, если мы говорим на этот период одолжить кому-то денег, то точно нет. Потому что или вернут не скоро, или вообще какие-то покупки. Опять же, прочитайте мою статью, ну, наверное, отложить на потом будет более правильно. Не торопиться куда-то, вас тоже призывают карты, потому что одновременно свеча, спокойное течение жизни. Но не все понятно, вот либо с недавним знакомым, может быть, это вы знакомитесь на этой неделе, это не обязательно про любовь, отнюдь нет. Это может быть просто решение каких-то деловых вопросов или рабочих задач. Кто знает, для кого-то это будет как помощь или возможность, или информация. Для кого-то это может быть юрист, адвокат или тот специалист, который, ну, как чиновник знает решить ваш вопрос, и вы пойдете за консультацией. Опять же, у каждого ведь по-своему. Но какое-то хорошее продолжение из всего того, что будет на этой неделе, оно у вас может состояться. И ваша задача от того, как вы договоритесь, или как вы оцените правильно обстановку людей, не без этого. Так и будет еще продолжение следовать. Но что-то определенно имеет значение. Смотрите, мои дорогие весы, в этой колоде маленьких карточек, когда совпадает кольцо и венок, будет означать свадьба. Я понимаю, не все идут под венец. Но для кого
кто сейчас находится в таких отношениях, которые, ну, к этому все идет. Ну, значит, скорее всего, более конкретные разговоры я могу предположить на этой неделе и будут по части продолжения вашего союза. Для тех, кто один или одна, я могу сказать, что судьба вам может подарить новое знакомство. Но это не когда вы бездействуете, когда вы можете познакомиться, к примеру, в гостях, такое тоже может быть, или отправляясь, может быть, на какой-то корпоратив. Хотя я не знаю, насколько это активно у кого проигрывается. Вы можете оказаться среди, ну, даже, может быть, далеких родственников или куда-то отправиться, да. Может быть, и к вам какой-то человек, вы уже договаривались с ним встретиться, и кто знает, какие-то важные темы вы будете с ним обговаривать. Но и замечтаться все же, вот эта змея, вы не должны. Берегите себя. Давайте теперь мы на картах Таро раскроем события ближайшего будущего. Ну вот что категорически противопоказано, так это сидеть вот словно как в апатии или смотреть в одном направлении. Тут нужно оценивать обстановку вообще, как в 3D измерении. И где-то прошлый опыт, может быть, проб, ошибок, он вам должен дать правильные подсказки. Оценить правильно обстановку вокруг вас или что, чем вы располагаете в данный момент времени и быть прозорливым, внимательным на пару шагов вперед. Но глянуться нам как будто по герою стоит, потому что вот эта самая возможность, она с другой стороны к нам приходит. Откуда мы не ждем? Человек туда не смотрит, он смотрит на 3 пустых кубка, а возможности приходят альтернативным путем. И вторая карта, 9 земли, это карта самодостаточности. Да, это карта, которая говорит о том, что ты должен рассчитывать сам на себя. Но значит и возможности у вас, мои дорогие весы, на этой неделе определенно будут. И у каждого свои задачи, свои намерения, цели. Но я могу сказать, что деньги вы тут получаете, это правда. Деньги до вас доходят или вот-вот дойдут, или решается какой-то денежный вопрос. Может быть и по части работы, согласований. Добрый период времени для вас. Хотя не все однозначно, как и та змея, или вот эта 4 кубков. Работа над собой где-то предполагается. И первая сфера, которую мы достанем и узнаем события ближайшего будущего, это ваши достижения, работа и деньги. Праздник, правда, посмотрите. Праздник какой-то. Радостное событие. Дружба, кстати, идет по этой карте. Может быть, это какие-то важные контакты, которые со знаком плюс. Может быть, сведения от ваших друзей, может быть, и предложения. Но праздник, повод для радости у вас точно есть. Как важное решение, креативное решение, мотивация и энтузиазм. Если вы что-то хотите осуществить, продолжайте. По этой карте первые действия, когда мы чему-то учимся, или когда какое-то предложение, может быть, не отказаться, альтернативное, вы ничего, ни о чем подобном не думали. У кого-то это может проиграться, как вопросы, связанные с детьми, которые вам придется решать. Но тогда вы точно поможете своему ребенку. И пусть эти дети даже взрослые. Или, может быть, это планы ваших взрослых детей, они где-то будут совпадать с вами. Но в основном, конечно, это вы, как, знаете, как новый жизненный этап. Новая возможность. Новый, может быть, знаете, как вдохновение для людей творческих. Это прекрасно. Тут, правда, захочется заниматься каким-то проектом. Буквально гореть им будете. Хочется именно в реальности что-то осуществить, и вы попробуете на первых шагах уже словно видите, что да, это как раз этим стоит заниматься. Вот и такое что-то может проиграться. Может быть, это у кого-то решение вопроса. У кого-то я могу предположить и знакомство, и нам не говорят о том, что это мы идем под венец, отнюдь нет, но имеется в виду знакомство, может быть, и деловое, партнерские какие-то отношения. Но в то же время не теряйте бдительность, опять же говорит 7 жезлов. Нельзя расслабиться, потому что на волне добрых эмоций вы можете согласиться на то, что для вас не будет иметь смысла. Всегда эта карта о том, что нас словно пытаются достать, склонить, или чтобы мы приняли чью-то точку зрения, на что-то согласились. А карта всегда говорит, а ты не торопись, отступи полшага назад и подумай, а надо ли тебе в этом направлении? Какие бонусы получишь ты? Для чего тебе именно заниматься этим вопросом? Так ведь тоже в нашей жизни бывает. Мы в чем-то участвуем, тратим время, здоровье,
может быть, и энергию нашу, да, все равно здоровье – это энергия наша. Мы могли отдыхать, а мы чем-то занимаемся, а в итоге бонусы получает кто-то другой. Поэтому правильное распределение энергии и сил по части работы, достижений, денег, математически где-то просчет, вы можете загореться какой-то идеей, но, кстати, инвестиции в самого себя, вот это будет со знаком плюс. И повторюсь, а покупки какие-то крупные, скорее всего, нет. С вами могут спорить, вас могут склонять. Давай потратим. Может быть, даже ваши близкие. Давай купим что-то. Ну, тогда держите марку, потому что я могу предположить, эти деньги понадобятся потом. Итак, следующая сфера – это отношения, любовь и личная жизнь. Но это где-то и вы сами, король мечей или король воздуха в этой карте. Это карта эксперта. Это карта респектабельного человека, это карта специалиста. И здесь может быть по-разному. Кто-то может отправиться к врачам, потому что проходят люди в форме. Формы разные бывают, врачи это тоже форма. Если у вас, ну, есть какие-то вопросы по здоровью, и я должна сказать, идите к доктору, если что-то беспокоит. Не нужно додумывать самому, не нужно смотреть расклады или слушать в раскладах какие-то мутные советы. Я категорически всегда против. Мне часто пишут, где здоровье. Люди, будьте реалистами. У меня просто, я иногда прихожу в шок. Только доктор объективно может оценить ваше состояние здоровья. Все, точка. Дальше это не обсуждается. И значит, самое время обратиться к такому специалисту и о себе узнать что-то более точно. По этой карте могут проходить, опять же, если со словом «точно». Вы, к примеру, хотите решить какую-то задачу, но вы не владеете юриспруденцией. Обратитесь к юристу, адвокату. По этой карте нам предлагают прояснить какой-то вопрос. Да, эта карта может олицетворять вашу еще какую-то задумку. Ведь, как я сказала, это ваша карта. Но, значит, вам нужно быть дважды, трижды реалистом на этой неделе и все подмечать, что происходит в реальной жизни. Не где-то впадать, а такое может быть, радость есть. Вроде как и бокал у нас выпал, могут быть и гости, и застолье, и радость тоже тут, как встреча с друзьями. Но не расслабишься. Как раз эта неделя в более таких холодно-жестких энергиях, когда даже ваше творчество, его тоже нужно перекладывать на какие-то реальные рельсы. И тогда усиливайте свои позиции. У кого-то это может проиграться, правда? Может быть, это вы хотите оформить ваши отношения. Я могу допустить, к примеру, и наоборот, обратный вариант. Если прежний союз уже де-факто не сложился, утрачено взаимопонимание, вам тоже захочется подвести итог и, опять же, оформить это именно юридически и получить документ. У каждого свое направление. Вы можете столкнуться и с сильными мира сего. У вас выпадало значение короны. И тогда представители власти, законной власти, такое тоже допускаю. Будьте внимательны. Любовь, личная жизнь, события ближайшего будущего. У кого-то просто ничего не происходит. Я сижу и чего-то жду. И тогда карта говорит, а ничего и не произойдет. Как минимум нужно на что-то решиться. Это карта выбора в этой колоде карт. Конкретно делай выбор, говорит карта. Открой вот эту витрину. Витрина уже запылилась как будто так. Может быть, мы сидим, смотрим, какой же кубок выбрать. А в результате ничего не происходит. Не анализируй слишком. Вот такой совет дает карта. Не прокрастинируй. Вот конкретно так. Выбор не анализируй слишком. Прокрастинация. Поэтому переложите этот тонкий нюанс, насколько это отыгрывается в вашей душе. По части личной жизни и любви. И я могу тогда предположить, если для кого-то, если прежняя история была со знаком минус, опять же, и вы все никак не можете забыть, ну, как прежнюю пассию, или, может быть, это сложные какие-то отношения, у кого-то и добрые отношения, и любовь, меня люди смотрят из разных стран, и, может быть, это связь, контакт, или, ну, произошла какая-то сложная очень ситуация именно путем непреодолимых событий, на которых вы не влияете, и вы остались одни. Тогда время подумать о самом себе и завершить одиночество. Одним словом, эту витрину как будто пора открывать.
Давайте, что еще нам подскажут карты. Но опять же, вот по личной жизни вы можете словно сидеть и, ну, так углубляться в воспоминания. Ностальгия карта. А тем не менее, ты как что-то вспоминаешь, но в то же время, ну, пауза или воспоминания добрые, какая-то память, это прекрасно. Но переходи к активным действиям. Ты не можешь быть только в ностальгии. И первая карта не случайно реалиста выпадает. Поэтому оцените все то, что вам дает совет карты. В какую сторону вы направите свою личную жизнь? Какие действия вы предпримете? Я могу, конечно, для кого-то из вас допустить, что прежняя история вот по шестерке воды или кубков, которая, ну, какое-то время развивалась. Потом, может быть, у вас продолжается контакт с человеком, но не было каких-то определенностей. Тогда определенность на этой неделе может быть вполне. И пусть это не обязательно продолжение союза, или пусть это продолжение союза, но в каком-то новом амплуа. Но, по крайней мере, то, что вас мучило или в чем вы сомневались, кто знает, вы можете для себя прояснить. По крайней мере, снять розовые очки на этой неделе вполне возможно. Давайте мы третий триплет. И это как карты совет, чему нужно уделить внимание. Что согласовать или в чем навести порядок, как сфера жизни. Что же будет для вас важно, нужно знать. Карта движения, безусловно. В первую очередь движение и скорости. Рыцарь жезлов. Буквально нам показан молодой человек, который бежит. Он не сидит и не ждет. И если ты веришь в себя, буквально, если ты веришь в свою мечту, если ты веришь в то, что у тебя получится что-то, то для тебя нет ничего невозможного. Это все то, что я говорила где-то по семерке воды, и я уже не повторяюсь. Кроме этого, время активных действий пришло. И, знаете, вообще эта карта, когда, ну, подсказывает, по крайней мере, может быть такая ситуация, когда вам придется быстро собраться и куда-то поехать. И тогда будьте начеку, отправляйтесь и езжайте, буквально так, иначе вы потеряете время. Когда рыцарь жезлов выпадает, да, быть готовым к неожиданностям нужно. Даже будь то вы находитесь в пути, будь то вы находитесь в привычной местности, или когда вы куда-то отправились, и среди вас, ну, где-то чужой социум. Поэтому сама по себе неожиданность к вам приходит, но с ней приходят и возможности. Может быть, по этой карте как раз и получается у вас согласовать или решить какой-то вопрос, но от быстроты приложенных усилий или вашей собственной организации будет зависеть решение этого вопроса. Сегодня есть возможность, завтра ее не будет, поэтому нам говорят «поспеши». Что же еще? В чем навести порядок или согласовать, организовать? Знаете, тут вам высшие силы действительно помогают. Десятый старший аркан или колесо фортуны. И в этой колоде ангелов-хранителей 10 ангелочков. Ну, так и называется фортуна. Прогрессо. Прогресс сам по себе. Камбиаменто. Перемены. Вот мне нечего добавить. Сама судьба. Ну, как воздействие высших сил. Назовите это, ну, какие-то астрологические более для вас перспективные транзиты прокладывают, может быть, узкий фарватер возможностей, и он не продлится долго, ведь по этой карте все то, что я сказала, по рыцарю жезлов, тоже проходит. Скорость. Мы не можем чего-то отложить на потом. Цикличность всегда пойдет по этой карте. Мы знаем колесо фортуны. Оно идет наверх, а потом неизбежно идет спад. Поэтому отложить чего-то на потом вы не можете. На кону фортуна. Что же еще? В чем навести порядок или что согласовать? Ого, тут такая фортуна, которая вам практически приносит, знаете как, доверие, безусловно, да, или есть какой-то человек, который откликается, может быть, или продолжение каких-то отношений. Это когда вы остаетесь довольны чем-то, мои дорогие. И, безусловно, это карта вдохновения и возможностей. Карта звезда. Это еще выбора правильного направления лет на 10-20, когда начинается с первого шага. А потом вам словно
сама судьба, фортуна выходит навстречу. И вот это продолжение доброе следует. Но все начинается с первого шага. Какая-то возможность, которая может быть и должна быть, мои дорогие весы, продолжена на длительный срок. Для кого-то это действительно как семейное, может быть, счастье, вот это солнце, которое выпадает. Может быть, это по части денег, как для себя какую-то совершенно новую финансовую стратегию отрегулировать или быть более достаточным человеком, может быть, через работу, через возможности. Ну, наверное, у каждого по-своему. Но выйти судьбе навстречу определенно стоит. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.